Друзья, всем привет! С вами Ольга Старшая. Сегодня у нас будет урок для новичков, как сделать резинку, реалистичную резинку для таких изделий, как шорты, юбки, штаны, джоггеры, ну, такое вот. Делать мы будем ее на примере юбки в сборку. Да, в конце я бы хотела дать важную информацию тем, кто хочет изучить эту программу Style 3D, но каким-то чудесным образом затрудняется изучать это самостоятельно. Смотрите до конца, в конце расскажу, чем могу быть полезным. Ну, а пока что погнали. Итак, у нас есть такой вот аватар. Я замерила уже за кадром длину талии, да, объем талии, вернее. И он составляет у нас где-то 64 сантиметра. Начнем мы нашу работу с пояса. А еще раньше мы начнем ее с того, что сделаем жесткую ткань. Создаем здесь пресет ткани. Выбираем ткань. И в свойствах ткани я хочу выбрать вот этот Trims Co Leisure. Вот этот пресет. Так, и будем мы создавать его. Итак, друзья, кто у меня здесь новенький и впервые на канале, у меня здесь внизу показывается, какие клавиши я щелкаю. Вот, например, да. Вот. У меня горячие клавиши настроены не совсем стандартно, и в описании к этому видео будет ссылка на пост в Telegram с моими настройками по горячим клавишам. Кому будет интересно, можете там посмотреть. Я пользуюсь горячими клавишами, но когда я выбираю горячими клавишами инструменты, вы всегда будете видеть, как они подсвечиваются вот такой вот зеленой плашкой. Например, я выберу инструмент сшивания, и вы видите, что выбран этот инструмент. Я выбираю, например, инструмент Rectangle, горячие клавиши, и вы видите, что выбран вот этот инструмент. То есть наблюдать будете здесь. Проговаривать я их особо не буду. Ну и горячие клавиши. Итак, для начала мы выбираем нашу жесткую ткань и делаем пояс. Я хочу, чтобы он был 64 сантиметра длиной и 4,5 сантиметра высотой. Так, у меня включено вот здесь вот отображение сетки в 2D окне, чтобы я видела там плотность сетки и какая она. Я не люблю работать с треугольной сеткой. Я всегда выбираю квадровую сетку, и мне так проще. Так, нам нужно... Я, наверное, хочу расположить нашу юбку... Да, бог с ним, пусть будет... Давайте шов будет назад. Значит, как мы это делаем? Я показываю вот эти вот наши штучки, по которым мы можем расположить arrangement points. Так, клавишами Shift-F. И располагаю пояс вокруг аватара. Так, и нам нужно сделать тут офсет поменьше, чтобы притянуть пояс сюда, поближе сюда. Я его немного еще вот так вот сделаю. Окей. И, наверное, немного вперед. Оп. Все, теперь мы его можем пришить. N. Наверное... Да, в принципе, незачем тут делать. Хотя ладно. Давайте сделаем его симметричным. Так. Так, конвертируем. Convert to Symmetry Axis. Так, все, у нас... А что получилось? Что-то у нас со швами не то. Давайте еще раз переделаем его. Шов. Клавиша N горячая. У нас выбирает швейную машинку. Так, все. Шов сделали. Давайте мы его симулируем. Клавиша пробел. Хорошо.
скажем так, резинку мы себе сделали. Давайте я ее сразу заморожу. Нет, знаете, что я сделаю? Я вот сейчас, мне понадобится один трюк. Я у аватара назначу skin offset, допустим, 4 миллиметра, чтобы у нас был такой хороший отступ, а может быть даже и 5. Потом покажу, зачем мне это может пригодиться. Так, ну-ка, еще раз. Да, все нормально. Давайте будем пока без толщины работать. Все. Это у нас готово. Теперь я хочу сделать юбку в сборку. Да? Значит, как будто бы она... ну, то есть взять такой кусок ткани, например, сантиметров где-то 80, да, и где-то 45 сантиметров высотой. Так, теперь мы ее развернем. Alt-Y. У нас получился такой симметричный кусок ткани. Вот как бы я делала юбку Shift-F. Давайте мы ее так вот разместим вокруг аватара. Расширим ее вот так вот. Опустим. И, в принципе, можем сшить. Раз, два. Так. Вот. И что мы еще можем сделать? Давайте я ниже опущу, чтобы она руки не цепляла. Ну и дальше мы можем, в принципе, пришить ее к этому делу, ко всему, да? Берем и пришиваем клавишей N. Вот этот вот мы заморозим пояс. Угу. И вот такая вот история у нас получилась. А почему она такая получилась? Потому что мы не поменяли пресет ткани на дефолтный. А у нас тут жесткая кожа. Давайте поменяем. Оп. И вот у нас уже появилась сборка. Но это не то, чего мы хотели добиваться, потому что нам нужна резинка. Ну, то есть как будто бы это все стянуто, а не просто пояс и пришито все в сборку. Давайте сделаем пояс. Давайте я сдвину вот это вот так вот. Я, наверное, это продублирую. Ctrl-C, Ctrl-V. И высотой у нас этот пояс должен быть 4,5 сантиметра. Так, 4,5 сантиметра. Вот наш, собственно говоря, пояс. Так, куда мы его пришиваем? Мы его должны пришить к самой юбке. И давайте мы, знаете, что сделаем? Мы вместо того, чтобы пришивать юбку к поясу, вот к этому внутреннему, мы пришьем сам пояс сюда и сюда. Так. И для того, чтобы у нас сейчас ткань не запуталась, вот это вот, мы должны настроить слои. Но я использую не вот здесь настройку слоев, вот тут вот, да, а я использую инструмент Set Sublayer. Я беру вот это вот, кликаю, что у нас должно быть сверху, и кликаю поверх чего оно должно быть. Деталь. Все, здесь готово. Давайте сшивать. Отлично. Но, что у нас не так? Очень крупные складки. Заметили? Кроме того, если бы это были брюки, там, спортивные штаны или шорты, то у нас еще была бы вот такая история. Значит, смотрите. У нас были бы еще швы здесь. Add internal is line по 1,5 сантиметра, 2 линии. И здесь то же самое. Add internal is line. У нас бы было еще вот что. Вот так вот бы у нас все прошивалось. И да, не надо забывать на вот этих краях поставить тип сшивания turned, свернутый. О, смотрите, что получилось. Уже вроде какая-то сборка получилась. Но все равно что-то не так. А что не так? А не так у нас очень крупные складки. Так просто не должно быть.
Что мы можем сделать? Мы можем сделать этот пояс, например, поставить не 10 миллиметров particle distance, а двоечку, да? Вот, он нас предупреждает. У вас слишком уж мелкий вот этот вот весь... Собираетесь вы делать particle distance меньше 5, он будет, типа, компьютер затужит, и будет вам плохо. Ну, допустим, мы это проигнорируем и нажмем «Да». Давайте посмотрим, что получилось. Угу. И вот у нас уже пояс прекрасен, да? Но что-то с юбкой все равно что-то не так. Но это еще же не все. Давайте я верну назад. А что, если мы будем рассматривать такую ситуацию, когда у нас пояс, ну, по какой-то причине должен быть не просто пришит к юбке, да, а должен быть ее частью. Давайте я эту ситуацию вам покажу. Я сейчас сдублирую пояс, он нам еще пригодится. Пока я его скрою, деактивирую. Значит, смотрите, что если у нас вообще вот такая ситуация, нам нужна вот эта единая часть вообще, да? У нас здесь... Вот, и у нас здесь такая линия должна быть, по которой мы должны были пришивать вот сюда. Что если у нас юбка или кусок шортов должен быть прям цельным? Ну, вот по какой-то причине. Что нам делать? Нам всю юбку, что ли? Или все шорты прям там на 2 миллиметра ставить? Да он же тут убьется, наш компьютер. И для этого у нас есть прекрасный инструмент. Сейчас покажу, что можно сделать. Смотрите. Это мы сейчас настроим particle distance, но не у всего куска ткани, а только у его части. Выделяем вот эту вот линию. И у нас есть в настройках вот такая замечательная настройка Subdivision. Мы ее кликаем. И что у нас тут есть? Смотрите. Интервал 2 мм, а глубина, на какую он делается в 2 мм, вот здесь вот выставляется в высоте. Нам нужно, допустим, у нас пояс был 4,5 сантиметра, это 45 миллиметров. Давайте мы его сделаем так. Оп. И все. Смотрите, что происходит. Мы сделали subdivision только части, одной лишь части вот этого партикла. В смысле, не партикла, как он называется? Короче, вот этой выкройки. И вот мы получили вот этот замечательный реалистичный вид резинки. Но мы же помним, что здесь у нас тоже что-то должно быть как-то по-другому, потому что тут как-то складки нереалистично смотрятся. Поэтому что мы можем сделать? Ну, давайте удлиним немного это все. Давайте сделаем не 45, допустим, а 60 миллиметров. И посмотрим, что у нас будет под резинкой. Вау! Смотрите, все стало гораздо более реалистично. Замечательно. Единственное, что меня сейчас смущает, что, вот смотрите, вот эти складки прям, они вот как здесь вот этот партикл хорошо различим, ну вот его граница, так и здесь визуально хорошо различим, да. И мне это не особо нравится, но сейчас покажу, как мы можем это все исправить. Офигенный инструмент, просто, смотрите, у нас есть инструмент, он находится вот здесь, у вас, скорее всего, вот так будет иконка выглядеть, а он находится вот здесь вот, а нам нужен Subdivision Brush. Смотрите, что он делает. Значит, здесь мы задаем, какого размера у нас будут полигончики, которыми мы будем рисовать этой кистью. Нам нужно 2 миллиметра. И какой размер у нашей кисти будет. Например, мы можем сделать 50 миллиметров. Дальше что у нас есть? У нас есть галочка Cross Seam Line. Это о чем у нас говорит? Это значит, что рисовать сквозь швы. Например, давайте поверну задом. Если у меня вот эта часть пришита к какой-то части, и я буду мазать по вот этой... ну, по краю, в общем, шва, то, давайте вот попробуем прямо, вот, смотрите, то у меня автоматом на другой стороне тоже что-то намазывается, видите?
Дальше. У меня есть галочка «Поддерживать симметрию». О чем это вообще? Вот у меня симметричная деталь. Если я мажу по одной половинке, то у меня как будто бы мажется и по второй, да? По-моему, да. Вот. И вот этой кисточкой мы можем прочирикать такие как бы части, которые... Ну вот, где у нас еще? Ну давайте здесь по центру. То есть мы можем как бы сделать более хаотичными вот эти подразделения, чтобы оно выглядело не так искусственно, вот это, знаете, ну вот, сейчас я домалюю вот эти вот, просимулирую, и вы сами все увидите. Какие-то можно длиннее, какие-то, ну, наоборот, короче сделать. То есть навести какого-то немного хаоса здесь, да. Соответственно, смотрите, у нас еще здесь есть режим. Если нам что-то не нравится, мы можем переключиться на стерку, тоже поднастроить вот эти все галочки, размер, и что-то тут подтереть, например. Вот нам кусочек не нравится, я вот не хочу, чтобы так было. Я хочу подтереть. Все, я вот стерочкой немного подтираю. Давайте посмотрим, что нам в конечном счете это дало. Давайте просимулируем. Оп. Вы только посмотрите на это. Ну, потрясно же. И вот не настолько прям читается вот это вот подразделение уже в 3D окошке. Вот не настолько читается. Кроме того, что мы еще можем делать? Мы же еще можем усложнить. Например, мы можем... Смотрите, мы вот намалевали здесь двойками, да, а мы можем сделать уже... Какой у нас тут? Particle Distance 10 у всей части. Здесь двойки, и как будто бы слишком контрастный переход. Мы можем сделать вот 5, например, миллиметров, да, сделать поменьше размер, 25. И где-то вот на границе между десяткой и пятеркой, и двойкой, что-то порисовать вот этим еще. То есть, если хотите заморочиться, еще вот так вот можно сделать, как бы немного подразделить. Ну, то есть, прям совсем там поиграться с этими значениями. Давайте посмотрим, на что это повлияло. Ну, то есть, это уж совсем надо как бы морочиться вот этим вот. Особо это в данном случае у меня, наверное, ни на что не повлияло, но как вариант я вам показала, как это использовать. Теперь смотрите, что еще мы можем сделать. Допустим, мне нужно показать эту деталь, не деталь, это изделие без аватара. То есть у меня задача сделать, ну, какую-то одежду, да, ее показать вот в такой вот красе, мне не нужен аватар. А тут что у нас получается? А тут получается, что у нас резинки внутри нету. А где она? И сейчас мы будем делать резинку еще и внутри. Для этого нам нужно сделать вот что. Давайте вернем аватару. Мы не зря тут скин офсет делали. Давайте я его поставлю на 0,5. На минимально, да. Я его сейчас скрою. Вот эту часть резинки я оставлю замороженной, пусть будет. И вот для чего я копировала, кстати, вот эту часть резинки. Давайте я ее покажу. Так, мы ее должны поставить внутрь. Ну, где-то тут. Давайте я сначала так поставлю. Значит, что нам нужно здесь сделать? Нам нужно не забыть ее вывернуть. Flip Orientation или 3D, чтобы она была изнанкой наружу, да. Дальше нам нужно поставить вот эту штуку выше и слой, да. Кстати, что-то тут со слоями случилось. Вот этот слой нам нужно выше вот так поставить. И еще нам нужно поставить вот это вот выше вот этого. Давайте я сейчас сдвину немного вот эту вещь, чтобы у нас стрелки были видны. Значит, что нам нужно сделать еще тут? Вот здесь нам нужно вот у этой детали, которая стоит над этой, поставить минус. И у этой детали, которая стоит над вот этой, тоже поставить минус.
Просто запомните. Теперь, что мы делаем дальше? Мы пришиваем. Так, а давайте я в 3D пришью. N. Давайте так. Значит, мы пришьем вот это. К чему мы пришьем? Нет, знаете, что мы сделаем? Мы не будем к этому поясу пришивать. Мы будем пришивать к юбке. Значит, это у нас вот эта часть, да, половинка. Сейчас вот она. А эта половинка у нас, это вот здесь. Значит, нам нужно сделать следующее. Мы берем вот это вот, переворачиваем вот так на 180 градусов и... Давайте я поставлю это пониже. И будем пришивать так. Сначала пришиваем это вот к этому. Так. Теперь нам нужно не забыть сделать этот шов тюрнет свернутым. Так. Давайте это вниз потащим. Это я тоже сейчас заморожу юбку. И мы сейчас симулируем только внутренний пояс. Угу. Его тут размотало. Давайте попробуем его. Так. Плохо. Хорошо. Давайте тогда сделаем следующее. Пришьем вот эту еще часть. Нижнюю сюда и сюда. И посмотрим. Этот шов, кстати, автоматически должен быть тюрнет. Посмотрим, что с ним сейчас будет. Так, уже стало получше. Но все равно плохо становится. Давайте попробуем еще у этого поставить слой минус, например, 2. Нет, я думаю, что проблема, знаете, в чем? Во-первых, ему не хватает полигонов. Давайте мы вот эту часть сделаем subdivision на 45 миллиметров. Посмотрим, что будет. Так, все равно не хватает. Ни полигонов уже не хватает. А знаете, что не хватает? Уже ему места не хватает. Давайте тогда вот это разморозим. Нет. Давайте попробуем. Знаете, что делать? Вот это мы... Вот это вот разморозим. И посмотрим, что-нибудь это изменит. Нет, пока что не изменило. Хорошо, давайте это разморозим. Дадим ему... Ну, так себе. Не очень. Пока что. Хорошо, давайте попробуем вот это. Ctrl-J. Что это делает? Смотрите, это деактивирует. Вот это вот. Ctrl-J. Вот это деактивирует. Ну или давайте покажу, как это сделать вот здесь вот. Значит, правой кнопкой мыши Deactivate Pattern. Не вот это вот Pattern Sewing, а Deactivate Pattern. Вот так вот попробуем. Shift-C, показать все. И посмотрим, как оно будет себя вести. Ну, такое себе. Ладно, что мы еще можем попробовать сделать? Давайте опять деактивируем это. Так. Все разморожено уже все должно нормально работать, но какого-то ж фига все равно вылазит. Хорошо, давайте попробуем сделать вот это. Layer 5, допустим. Так, это у нас минус 2, но это не помогает. Давайте попробуем вот это деактивировать и посмотрим, что здесь. О, так. Уже что-то. Сейчас это скрою. Значит, как мы можем с этим всем поступить?
В принципе, мы можем еще использовать этот инструмент Select Box, допустим, да, и попробовать вот эти все штуки. Ага, вот мы смотрим, значит, вот эта вот область нам нужна, да, только не здесь, наоборот. Нам нужно не на маленьком, а вот здесь вот она. Вот эта область, мы ее выделили. Давайте попробуем затолкать. Так, ну что-то получилось. Но что-то все равно плохо получается. Давайте я попробую вот на эту деталь сделать вот этот пресет. Может быть, это как-то поможет. Нет, как-то очень плохо все происходит. И нам придется, по всей видимости, заниматься вот этой правкой. Вот так. Давайте, знаете, что попробуем? Попробуем его расширить, вот этот пояс. Вдруг это поможет. По вефту. Это по ширине. Допустим, сделаем 105. Угу. Видимо, с деактивацией это не поможет. Хорошо, еще раз. Что бы еще я тут сделала? Я, наверное, бы тут тоже поставила Subdivision на 45. Блин, это плохо. Ладно, давайте, знаете что, попробуем попрошивать линии, вдруг у нас это решит проблему. Так, сделаем так и вот так. И set sublayer проверим. Здесь минус, и здесь, кстати, все правильно. Так. Что-то никак не может проживать это. Ну хорошо, давайте я попробую еще вот это вот поуменьшать. Значит, потом мы его расширим назад. Сделаем, например, 80. Ужмем. Мало. Давайте сделаем 50. Так. Давайте сделаем 30. Так, заправилась. О, шикарно. Смотрите. Вот такой у нас есть лайфхак. Как заправлять незаправленные ткани. Так, хорошо, заправилась. Супер. Теперь будем потихоньку возвращать. Только знаете что? Давайте мы все вот эти вот поставим на 0 слои. Еще раз просимулируем. В принципе, вот эту часть можно деактивировать. Ctrl-J. Напоминаю, деактивация — это когда оно выглядит вот таким розовым. И, наверное, мы... Знаете что? Я, наверное, верну сначала сюда вот этот жесткий пресет. Пусть оно все отсимулируется. Так, все. Давайте я его теперь задеактивирую. Ctrl-J. Значит, что происходит, когда мы деактивируем что-то? Когда мы просто деактивируем, оно становится невидимым, в коллизии не участвует, но места сшивания, где были швы какие-то, они как будто бы остаются закрепленными, как будто бы у вас швы заморожены только вот зоны швов. Сама ткань в симуляции не участвует. А теперь возвращаем назад нашу ширину. Но возвращать ее нужно очень медленно. Сначала включаем симуляцию. Давайте я, чтобы вот это розово не торчало, его скрою, Shift-Q. Так. Значит, возвращаем по 10%. Так, 40. 50. Отлично. 60. Отлично. 70. Супер. 80. Ну, наверное, уже можно и 100 сразу. No! 100. Все. Вуаля.
Посмотрите, что мы получили. Так, что мы можем сделать дальше? Мы можем сделать интересную вещь. Мы можем просто, как в реальности, иногда так делают, слить воедино вот эти два куска ткани. Давайте попробуем. Останавливаем симуляцию и делаем мердж. Только сейчас у нас собьются настройки, но это ничего страшного. Мы просто помним, что у нас было subdivision на 4,5 сантиметра, а нам надо его в 2 раза выше сделать. Либо, давайте сделаем по-другому. У нас здесь исчезла линия, да? Мы ее сделаем, и мы настроим subdivision у вот этой линии. И настроим ее в 2 стороны. Значит, смотрите. Subdivision. Так. Subdivision у нас должен быть 45 миллиметров. И здесь нужно выбрать в обе стороны both side. И он и вверх, и вниз делает. Это еще не все. Нам нужно сделать здесь сгибание. И оно должно быть, по-моему, где-то 360. Ну, в общем, 360. Но я делаю где-то 350. И ставлю здесь Realistic Fold. Сейчас покажу, что это дает. Смотрите. Когда мы ставим вот эту галочку... Ой, что-то случилось. Я ее 2 раза нажала. Когда мы ставим галочку Realistic Fold, тогда у нас вокруг вот этой линии образуется еще... А здесь не видно. Еще линии, которые помогают... Вот, видите, вот они, 2 линии еще появились, которые помогают нам красиво сделать этот изгиб. Давайте посмотрим. Если сейчас просимулирую, что будет. Оп! Но тут появился брыжик. Почему? Потому что наша резинка уже не пришита. То есть мы тут, когда мерджили, у нас слетел здесь шов. Давайте это поправим. Так, вот у нас шов должен был быть вот здесь. Давайте это сделаем и посмотрим, что сейчас произойдет. Оп, все. Посмотрите на эту резинку. Она состоит, кстати, вот у этого шва нам нужно обязательно убрать нормально. Нужно убрать вот это вот. Он просто не должен быть виден. Смотрите. Вообще, посмотрите на это. Это же просто идеал. Кстати, если кто-то из вас работает или работал в Claw 3D или в Marvelous Designer, то там тоже есть вот эта кисть, которая Subdivision. Но она там просто ужасно работает. Ребята, там все вылетает нафиг от этой кисти, все тормозит. Это просто несравнимо с тем, что можно добиться этим инструментом здесь. Вот такая у нас получилась юбка. В принципе, вы можете это делать и для шортов, и для штанов. Кстати, вот эту штуку лучше потом не активировать. Вы, конечно, можете ее активировать. Смотрите. Вот, Ctrl-J. Но если вы ее активируете, то, скорее всего, вы получите какой-то невероятный конфликт тканей, вот как здесь. Поэтому я обычно, когда делаю резинку, я вот это деактивирую. Но только, смотрите, еще раз, если кто забыл, деактивировать ее можно следующим образом. Мы на нее клацаем правой кнопкой мыши, и обязательно не вот эта деактивация, где pattern and sewing, то есть паттерн и швы, а только вот это, только деактивация паттерна. Все. И чтобы она нам не мешала здесь визуально, я ее скрываю. Shift-Q. Все. И вот такая вот у нас замечательная резинка получается. Очень реалистичная, очень классная. Итак, друзья, теперь информация для тех, кто хотел бы изучать эту программу, но кому сложно делать это самостоятельно. Я хочу сделать объявление, что я даю уроки по этой программе индивидуально. Либо записываю для вас видеоуроки, либо провожу их с вами в онлайне. Все условия, стоимость, длительность и все, что вас интересует, будет
по ссылочке в описании к этому видео. С вами была Ольга Старшая. Рада была всех видеть. Надеюсь, вам это видео в чем-то поможет. Всем пока!